Всем привет! Сегодня на канале Mazes Knitting мы всего за пару часов свяжем шапочку из нут без спиц и крючка. В этом мастер-классе мы поделимся необычным способом вязания узора резинка, который очень красиво смотрится в этом изделии. Шапочка довольно эластичная, а также выглядит одинаково как с лицевой, так и с изнаночной стороны. При желании вы можете носить ее как с отворотом, так и без него. Благодаря довольно плотной и мягкой текстуре шапка совершенно не имеет просветов, поэтому не требует дополнительного вшивания подклада. Для вязания набора нам понадобится 3 мотка пряжи с готовыми петельками Alize Puffy. Эта пряжа является гипоаллергенной и разработана специально для вязания детских игрушек, верхней одежды и пледов. При вязании мы просто продеваем одну петельку в другую, снимем этикетку и достанем из мотка свободный конец нити. Перед началом вязания первую петельку на нити желательно разрезать по центру или разорвать, чтобы получился небольшой хвостик. Теперь петельки в начале вязания впоследствии у вас не распустятся. Продевая одну петельку в другую, вяжем косичку на необходимую нам высоту шапки. Мы провяжем 12 петель. Это составит 21 сантиметр высоты. Пересчитаем набранные петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и замеряем их сантиметром. Ровно 21 сантиметр. Это и будет высота нашего изделия. Если вы не можете определиться, используйте одну из своих шапок, которая вам удобна. Начинайте замерять от макушки шапки, а также учитывайте, что у нас добавится 2,5-3 см обвязки изделия. Когда определились с высотой, вяжем первый ряд шапочки. Для этого набираем петлю подъема. У нас это 13-я петля. Теперь, пропуская предпоследнюю петлю, в каждую петлю косички будем провязывать петли с рабочей нити за верхнюю стеночку. Вяжем первый ряд. Эту петельку пропускаем, это у нас петля подъема, и в третью петельку продеваем петли с рабочей нити за верхнюю стеночку. Таким же образом продеваем все последующие петли с рабочей нити в каждую косичку за верхнюю стеночку. Движемся к первой петле косички. Довязали первый ряд. Пересчитайте все петельки, их должно быть всегда одинаковое количество. У нас вместе с дополнительной петлей это 13. Теперь, начиная с последней петельки, с противоположной стороны от рабочей нити, закрываем все петли, продеваем одну петлю в другую, крайнюю надеваем на предыдущую и вытягиваем. Движемся к первой петле. Закрыли все петельки, у нас осталась одна.
провязываем в нее петлю подъема. Переворачиваем вязание. В следующем ряду снова набираем петли, пропуская петлю подъема и следующую за ней петлю, набираем петли с рабочей нити за верхние стеночки каждой косички. Довязали ряд до конца. Пересчитайте все петельки. У нас вместе с петлей подъема их ровно 13. Теперь все петли закрываем. Начинаем с противоположной стороны от рабочей нити. Когда все петли будут закрыты, набираем петлю подъема и снова переворачиваем вязание. Таким образом мы вяжем все последующие ряды. В одном ряду набираем, затем закрываем петли. Длина вязания должна соответствовать окружности вашей головы. На объем головы 53 см мы провязали примерно 50 см полотна. Мы провязали 50 сантиметров шапки. Примерьте шапку себе на голову, чтобы понять, сколько сантиметров нужно для вас. Теперь будем собирать макушку шапки. Рабочая нить расположена справа. Первую петельку оставляем. Петлю с рабочей нити продеваем сначала в длинную петлю между рядами, а затем в петлю подъема. Аналогично продеваем следующую петлю. Сначала в длинную петлю между рядами, а затем ее же в петлю подъема.
И снова продеваем в петлю между рядами и эту же петлю в петлю подъема. Так собираем все оставшиеся петли. Если у вас закончился моток, пришейте новую нить с помощью иголки и нитки. Хвостики аккуратно обрежьте ножницами. После того, как все петли на макушке будут собраны, аккуратно разрежьте ножницами по центру 10 петель с рабочей нити. Обрежем рабочую нить и соберем на нее все петли макушки. Хорошенько затягиваем рабочую нить и связываем ее вместе с ниточкой, которая осталась от начала вязания. С помощью длинной нити будем соединять края шапки. Коротенький хвостик аккуратно подшейте с внутренней стороны с помощью ниточек для шитья. Для соединения деталей удобно использовать трикотажную иглу либо крючок. Также вы можете это делать просто руками. Соединение начинаем с верхних петель от макушки. Вкладываем крючок за верхние стеночки крайних петель и протягиваем через них рабочую нить. Далее соединение делаем таким образом. Слева, где у нас более плотная косичка, мы протягиваем нить за одно ребрышко, а справа, где косички нет, за оба ребрышка крайней петли. Так соединяем все симметрично расположенные петли.
После соединения краев шапки оставшуюся ниточку прячем на изнаночной стороне. Такая шапочка у нас получилась. Соединительный шов практически незаметен. По желанию вы можете сделать обвязку края. Поскольку обвязка имеет лицевую и изнаночную сторону, при вязании шапки с отворотом положите ее макушкой от себя, а если у вас шапка без отворота, то макушкой к себе. Протяните петлю с рабочей нити в крайнюю петлю шапки и сделайте петлю подъема. Следующую петлю рабочей нити продеваем в следующую петлю изделия. Теперь обе петельки надеваем на пальчик и провязываем следующей петлей с рабочей нити. Провязываем еще одну петельку с рабочей нити и затем провязываем 2 петли вместе. И так далее. Поскольку обвязка очень эластичная и растягивается, советуем через каждые 2 или 3 петли делать убавки. Для этого провязываем не одну, а 2 петли с рабочей нити подряд. И затем уже 3 петельки надеваем на пальчик и провязываем одной петлей. Таким образом, чередуя убавку через 2 или 3 петли, обвязываем весь край шапки. В конце обвязки разрежьте на рабочей нити пару последних петель, оставив небольшой хвостик. Обрежьте рабочую нить и хвостик проденьте в середину последней закрытой петли. Теперь проденьте его не вот в эту, а вот в эту петельку за оба ребрышка. И верните назад в середину последней петли. Оставшийся хвостик незаметно спрячьте между петельками, а затем подшейте обычными ниточками для шитья. Наша шапочка готова. При желании вы можете пришить к ней помпон. Аналогично шапке вяжем снуд в один оборот. Провяжите косичку из 7 петель и 8 петля подъема. И теперь вяжите аналогичным узором примерно 60 сантиметров. Затем шейте края снуда аналогично тому, как мы сшивали края шапки. При желании вы можете сделать обвязку изделия. Всю необходимую информацию мы оставим в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам в комментариях, мы обязательно вам ответим. Присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.